подписчики, мы сейчас едем на горы лазить. В километрах 100 от Мумбаи находится невероятное красивое место Лонавла. Это просто какой-то рай в горах. Даже не верится, что близко есть шумный сумасшедший мегаполис. В Лонавле мы провели замечательные выходные. Мы вот остановились возле дороги и кормим обезьян. Обалдеть. Лишь бы телефон не украли. Вон маленький какой. Вот хотели сфотографировать обезьян, а в результате добрые люди вручили нам бананы и стали фотографировать нас. Сам городок небольшой. Мы проехали по нему по пути в горы. Он славится производством карамели Чики. Купили и себе эти сладости. Ларьки с надписью Чики можно увидеть практически на каждом шагу. Городок небольшой, но есть где развлечься. Есть парк приключений, парк динозавров. На улицах везде что-то продается. Базар-вокзал. Мы здесь оказались в начале очередного фестиваля, 29 сентября. Люди нарядные, везде цветы продаются для того, чтобы их подносить божествам. Ашвина Наваратри – это индуистский религиозный праздник. Длится 9 дней и 9 ночей в честь богини Дурги. Он празднуется 2 раза в год – весной и осенью. Даты у него плавающие. Местные молятся, устраивают ярмарки, вечерами звучит громкая музыка, люди танцуют и веселятся. Каждый день наряд определенного цвета у этой богини. И люди стараются надеть наряд такого же цвета, как и богиня. Отмечу, что не пьют спиртное. Очень здорово. Многие местные стараются эти 9 дней не есть, пьют только воду и чай. Некоторые едят фрукты. И, кстати, надо ходить босиком. Совсем без обуви. Приехали на горы. Вот красотища. Сейчас пошлите-ка. Вот так. Вот такая красотища. Вот куда нас занесло наша красота. Домики, горы, какие высоченные. Отель у нас был не 5 звезд, но вид и территория были потрясающие. Этот отель расположен выше других отелей в данной местности. Наконец-то я поела всякой индийской еды. Жаль, фотки забыла сделать. Едят разные лепешки, которые макают в разные соусы, какие-то различные вега-оладьи, лапшу. Почти все очень острое и очень жирное. Я 2 раза поела и больше не могла, если честно. Тяжелая еда, хоть и вегетарианская. В первый день мы поднимались в горы, пройдя 2 маленькие деревеньки. Все очень скромненько, очень бедно. Но люди все опрятные, аккуратно одеты. Вообще местное население здесь очень чистоплотное. Стирают, сушат как могут, моются постоянно. На улицах, конечно, частенько беда с мусором, но сами они чистюли. Все нам улыбались. Похоже, народ здесь живет себе, да и живет в свое удовольствие. Нет таких суровых, замученных, напряженных лиц, как у нас. Думаю, это отсутствие смены сезонов сказывается. Не надо успевать насладиться летом, не надо готовиться к зиме. Ну, я думаю, еще их религиозность имеет значение, конечно, и кастовость. Возможно, каждый ощущает себя на своем месте. Мы поднялись высоко, побывали в небольшом уютном индуистском храме.
специально туда шли. Нас хорошо там приняли, благословили, так сказать, дали их еду и напиток очень своеобразный. Там, кстати, всего 2 девочки работали или служили, как это называется, необычно. Они потом долго махали нам вслед. Вау! Там вон далеко, там водопады небольшие, и мы еще ищем здесь, прям рядом. Тома, привет! Еще мы ищем где-то здесь водопад большой, прямо рядом. Там, вон там водопады. Снова показываю, вот куда нас опять занесло, на самую вершину горы. Мы так искали гигантский водопад, но так и не нашли. Вот сейчас идем по Google карту, идем, там говорят, что здесь вот где-то гигантский водопад. Надо еще дальше идти. Вот такая красота. Горы. Вон там наш отель. Вот мы дошли почему-то до водопада. Это называется водопад Лужицы. Тёма, привет, скажи ребятам. Скажи ребятам. Ну, такие маленькие лужицы. Это по Google карте, это водопад. Мало, потому что дождя. Вроде сезон дождей у нас, а воды мало. Ничего не могу понять. Вот я же вам показала, это очень странный водопад. Не могу понять, почему дождь идет. Но не сильно. Мы на горе сейчас. У нас далеко наш номер, короче, но мы столько прошли. Я устала. И, короче, мы пошли в храм, потом нам там давали кокосовое молоко. И кокос там растопленный. И там еще какой-то вот эту бягу. Это, как там сказать, такой острый напиток. Слава богу, что они тут нормально. Желание надо было загадывать. У них появился новый бог. У них новый бог не Ганеша, а другой же бог появился. Он должен быть 9 дней, и вот уже несколько дней прошло. Мы будем уже там помолились, буду сидели там. Ну, люблю сидеть вот так, как вот так. Ну, вот так, например, ну вот так, как йога. На второй день мы поднимались на самый большой в Лонавле форт Лахагат. Построен он был в веке 17-18. Почему-то в разных источниках по-разному. Форт был центром власти для нескольких династий в разное время. Например, моголов, маратхи, низамы. Его использовали для хранения сокровищниц. Сегодня это охраняемый памятник культуры и архитектуры. Кстати, подъем платный. Для местных 25 рупий. Рупия это примерно как 1 рубль. 25 рупий с человека, а для чужих, как мы, 300 рупий уже с человека. Ну, наших деток пропустили без... Вот мы дошли до высоты. Вот здесь пещера с водой. Вот такую мы нашли пещеру. Мы очень устали. Подъем и спуск были нелегкие, очень высоко, но наши дети героически все выдержали. Иногда, конечно, нашему папе приходилось нести мелкого на руках, так как он уставал. Даже пару раз они очень сильно упали, но малыш не пострадал, а вот папе нашему досталось. Спустился он весь грязный, даже с небольшими травмами. Но на самом деле это все равно того стоило, потому что там наверху было очень круто. Обалденные виды. Край гор, озер и водопадов. Это не передать словами и фотографиями. И главное, в горах было так хорошо, прохладно. Даже до 21 градуса температура вечером опускалась. Так свежо. Просто какое-то наслаждение для нас после нашей вечной жары. Обожаю горы, особенно с водопадами, озерами. Я
думаю, что я еще вернусь в Ланаву.